Городские токийские джунгли, скопление небоскребов на Синджуку. Самый известный район с небоскребами по всей Японии, я думаю. Самый большой небоскреб здесь — это здание муниципалитета, в котором мы сейчас, кстати, и движемся. Мы к нему хотим приблизиться, потому что там есть бесплатная площадка смотровая, но на которой мы, наверное, сегодня не поднимемся. Напоминает здание из Сан-Андреаса почему-то мне. Да? Ну. Но там надо в очередь обычно ставить, потому что очень много туристов туда постоянно хочет подняться. И, по сути дела, там особо смотреть-то нечего, ну просто смотровая площадка и все. То есть поднялся, посмотрел, ну да, хорошо, Токио, и все. Дорого? Да бесплатно, я же говорю. Вот эти дома, небоскребы, так как они очень большие, они вообще разительно отличаются от обычной Японии, от обычного токийского пейзажа, и на тебя давить начинают. Вот из-за того, что людей совершенно нет, дома огромные, расстояние кажется вообще непреодолимыми, и ты начинаешь чувствовать себя ничтожеством каким-то среди большого города. Особенно это если только приехал в Японию, например, да, чувствуешь себя одиноким и никому не нужным, лучше в такие места не приходить. Сложно именно поймать вот это ощущение радости от нахождения именно в каком-то определенном месте. То есть слишком много факторов каких-то нужно уже иметь вокруг себя, чтобы вот это ощущение снова получить. Когда я только в Японию приехал, мне просто само ощущение того, что я нахожусь в Японии, в Токио или каких-то еще вот японских местах, мне уже доставляло чувство какого-то удовлетворения. А сейчас этого чувства уже практически нету. И оно наступает, я даже не знаю, когда. Вот только когда действительно сходятся какие-то вот планеты там, да, или какие-то вот жизненные обстоятельства, или гормональный фон, или еще что-то вот сходится, и ты как бы выходишь на улицу и думаешь, блин, а ведь в Японии же нахожусь. Классно же как, да? И вот в этот момент я начинаю чувствовать себя даже моложе. То есть я как будто возвращаюсь мысленно в те времена, когда я только думал вообще о том, чтобы в Японию поехать. Вот, поэтому, наверное, это доставляет такой кайф. Смотри, чувак задом наперед идет. Это он хочет протест какой-то выразить этим? Против системы? Наверняка протестует против чего-то. Против своего мозга, наверное. Да. Видишь, несмотря на то, что здесь даже есть парк, но даже этот парк, он одинокий. Сюда вряд ли кто-то вообще приходит гулять. Мало очень людей находится здесь. Искал с кем познакомиться через сайты знакомств в Японии, да, вот когда я только приехал сюда. Японским? Да. Ну или какие они международные какие-то На сайты. японском он был? Ну, там английский интерфейс. А. Да, то есть. И, очень довольно просто было выцеплять кого-то. Единственное, что на эти свидания в основном приходили какие-то странные девушки, совершенно нестандартные японки, как я уже потом это понял. Одна, например, была вообще суицидница какая-то, которая сказала, что она недавно хотела жизнь самоубийством покончить. Она работала в какой-то колонии для несовершеннолетних, что ли, или что-то в этом духе. И говорила, что над ней издевалась ее непосредственная начальница, доводила ее. И она из-за этого хотела жизнь самоубийством покончить. Такая девушка, очень худая, с короткой стрижкой. Вот, какая-то такая непонятная. Мы когда с ней обедали, она меня под столом ногой трогала еще. Вот, очень странная девушка. За всякие непричинные места. Ногой меня трогал. По ноге? По моей ноге. А, ну ясно. Да, то есть, в принципе, ничего такого, в принципе, странного. По-разному можно трогать ногой, знаешь. Да. Вот, и это была одна. Это, по-моему, была как раз одна из самых первых, с которыми я вообще встретился. Потом была еще девушка... А как ты с ней? По-английски? На ломаном японском. И как ей это ее это не смущало? Ну, а что смущать-то? Ну как, я более-менее говорил, что-то я мог сказать более-менее. Еще одна была тоже. Встретился, вот как раз в этом месте я с ней встретился, как раз водил ее на небоскреб сюда, смотреть на виды. Вот, а потом мы спустились как раз в этот парк. И у меня была бутылка вина заготовлена. Получилось так, что она прям реально, то есть я из этой бутылки вина выпил где-то, наверное, стакан один всего лишь, а она, всю бутылку захерачивала практически. Ну, с японками-то особо до этого никогда не общался, не знал, как они вообще себя ведут. Вот, а оказалось, что вот именно те первые японки, с которыми мне приходилось именно пересечься, они какие-то прям совсем были, развратницы какие-то полнейшие, да, то есть я даже был в шоке, несмотря на весь мой опыт предыдущих поколений. Вот, что, я сидел просто на лавке, вот на обычной лавке в этом парке, да, и она прям на меня набросилась практически. То есть реально вот так вот набросилась.
Подошла и... Ну, мы с ней сидели на лавке, она там до какой-то кондиции определенно дошла, и она на меня села сверху, вот так вот подняла свою эту блузку, оголила сиськи буквально в смысле. Да? Да, прям в парке, ты прикинь. Вот Это же поздно было? Ну, темно было, но люди же ходили еще. Да ты че? Ну, не очень много людей. Здесь, в принципе, вообще парки-то практически людей нет. Ну и че? То есть меня просто это шокировало даже в какой-то степени. Ну, нифига, что ты хочешь делать-то здесь? В парке, да? На скамейке. Ну, это, конечно, ничем не закончилось в итоге. То есть ты ее слил? Ну, я уже не помню точно, кто там кого слил. Но мне кажется, просто... Ну, это сам подумай. Ну с да. такой женщиной, что ты с ней будешь делать, когда она уже напухалась. Вот, то есть... ты считай, в первый раз я ее видел вообще. Понимаешь? Ты бы как поступил? Ну я-то точно, Может, я она точно потом, бы слил. Может, она потом бы меня обвинила за изнасилование, знаешь, как сейчас очень модно стало. Да. Нажираться на донышке, да? Вот, отпивать, а потом за изнасилование привлекать. Вот, поэтому в этом плане, конечно... Да, она мне потом еще что-то писала, что вот какой-то у нее там очень дорогой американец уехал в Америку, она находится в глубочайшей депрессии. Хотел, чтобы я с ней еще раз встретился. В общем, какой вывод можно из этого сделать? То, что на сайтах знакомств отвисают только самые вообще долбанутые японки, вот, насколько мне показалось. Мне кажется, я встречался в общей сложности где-то, наверное, с 5 или 6 сайтов знакомств или около того. Иногда бы это, конечно, был положительный опыт в какой-то степени, даже он приводил к каким-то более-менее таким нормальным отношениям, но по большому счету женщины, именно японки, там жаждут именно вот прям такого общения прям сразу. Либо они очень хотят иностранцев. То есть можно сразу уже предполагать, что не ты один у нее такой будешь, с кем она сегодня встретилась за эту неделю. Иностранец. Помимо тебя там еще параллельно там 3 американца, там какой-нибудь бразильец и пакистанец еще заодно. На сайтах знакомств это ты девушкам писал или они тебе пишут? А там кто угодно, либо ты, или они тебе. А как чаще было? Ты писал кому-нибудь? Я уже не помню. Наверное, не мне, потому что у меня был бесплатный аккаунт, там имел возможность писать только тот, кто заплатил за платный аккаунт. То есть ты мог писать только тому, кто тебе написал. Сейчас уже эпы делают. Ну да, тогда делают. не было ни смартфонов, ничего. То есть у меня даже, мобильник-то был самая обычная раскладушка, да. То есть тогда только все этими сайтами и пользовались. Но они именно отношения хотели с тобой какие-то, или может там поймешь, кто-то свадьба? отношения. Или Не, что-то? кто-то отношений хотел. То есть изначально чувствовалось, что они именно вот, серьезно настроены. Не все, да. Знаешь, если она там сиськи эти в первый день показывает уже, это не говорит об ее серьезном отношении. Но были те, кто нормально настроен был. Да? Были нормальные девушки, но в основном все-таки определенный склад. То есть в основном у них уже был даже опыт общения с иностранцами, как правило. То есть я у них не первый иностранец был. Давай, может, какой-нибудь пригласим на какой-нибудь сайт знакомств? Сайт знакомств можно попробовать, кстати, да. Сейчас, кстати, в японском интернете в последнее время такая модная тема стала, что там чуваки как раз приглашают, пользуются вот этими сервисами для знакомств, приглашают девушек якобы на свидание. Я не знаю, правда, они лица не показывают никогда. Лица всегда в мозаике. Идут с ними на свидание или в отеле, еще куда-нибудь. Поэтому не знаю, насколько это все правдиво, может, это все подстава. Можно попробовать, да, создать анкету, кстати, да, такую, создать анкету на сайте знакомств и попробовать с кем-нибудь замутить, как это вообще происходит, да? Без знания японского, да? С мельчайшим знанием японского. Со скрытой камерой. Можно со скрытой камерой даже. GoPro, знаешь, секшн камера, да? Ты где-нибудь спрячешься там, да? Назначим встречу в этом парке, ты будешь за той телефонной будкой прятаться с камерой. А я буду на лавочке, да, с бутылкой вина. Посмотрим, что получится из этого. Кстати, да, хорошая идея для видео-то, да? Смотри, вот тебе и пранк уже. Нужно тогда тебе интересную придумать, персонажа. То есть, кто ты, почему ты, как тебя зовут, знаешь. Студент или программист. Да, может быть, там какие-нибудь... Моряк. Да, моряк, да. Американский солдат, у тебя уже это есть как бы опыт. Да, или космонавт какой-нибудь. Можно разные истории придумать, смотреть, как они реагируют на это. Шпион. Нужно затереть, что ты шпион. Хорошая идея, да, хорошая идея, можно замутиться. Да ладно, давай, что-то мы замутились, пойдем, нажима нас ждет.